Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря. Мои дорогие Близнецы, на этой неделе 13 числа ваша планета-управитель Меркурий переходит в ретро-движение. Могут быть какие-то внезапные задержки, смены планов или вообще не самое благоприятное время покупать что-то такое глобально значимое, что стоит больших сумм денег. Может быть еще и ваша смена планов сама по себе. Вы планировали делать что-то одно, а здесь открываются новые обстоятельства дела или какая-то информация, и вы что-то можете перепланировать. И такое теоретически тоже возможно. Но еще и две планеты, как Юпитер, так и Уран, у нас в знаке Тельца, тоже в ретро-движении. Все-таки такая большая ретроградность у нас присутствует, и поэтому какая-то история из прошлого, которая тянется, может быть, бесконечно долго. Вам будет очень хотеться разобраться в чем-то, поставить точки или расставить по местам больше ясности. И надо сказать, плюс большой этой недели – это то, что у нас новолуние 12-го в знаке зодиака Стрелец. А Стрелец – большой оптимист. И мы как раз будем от пессимизма избавляться, выметать какой-то ментальный мусор. Может быть, вам придется быть большими реалистами в реальности. Одно дело я планировал или мечтал о чем-то, а в реальности что можно осуществить? Будет ли продолжение того или иного дела, вопроса, или это лишь мои где-то, ну, такие иллюзии? Вот здесь от иллюзий захочется избавиться. Вполне вероятно. Хотя само по себе время этой недели очень позитивное. Итак, давайте узнаем на колоде карт добра, которые построены на позиции позитивной психологии и в целом призывают нас быть милосерднее к самим себе, добрее. Что важно знать? Чего не избежать или с какими неожиданностями вы можете столкнуться? Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать? Достанем карту «Что скрыто?» И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Посмотрим энергетику. Что нам скажут про денежную энергетику для вас, Близнецы, на эту неделю? И личная жизнь. Давайте откроем карты. Что важно знать, что в приоритете для вас звезда. Для кого-то поездка, планируемая может быть поездка. Но, кстати, по карте звезда, это как может быть очень далеко куда-то вы собираетесь перемещаться. Или переезд как смена места жительства. Для кого-то из вас звезда, сияйте как звезда, ваша популярность. Или ваше какое-то начинание, дела, работа, бизнес, когда тоже ваше повышение вашей экспертности, признание ваших заслуг, например, да. Или то, что вы хотите осуществить, но не на короткий период времени, не совсем тут про неделю, а здесь по карте звезда, вообще это карта выбора правильного направления в остальных колодах Таро. И причем это то направление лет на 10-20, кстати. Но если мы говорим конкретно про эту колоду, то здесь могут быть какие-то действительно задержки. Или, когда, знаете, это карта вдохновения и нового начала. Может быть, это ваше желание, но каких-то новых начинаний. Безусловно, превосходная карта вдохновения, удачи, осуществления каких-то проектов. И когда вы открыты миру, мои дорогие Близнецы, когда у нас что-то будет получаться, определенно точно. Давайте неожиданности посмотрим. Туз воды, шикарно. Карта удачи, карта исполнения желаний. И если мы рассматриваем чаще неожиданности, ну, с такой позиции, когда могут быть больше сюрпризы со знаком минус, то у вас наоборот, в неожиданностях только плюсы. Потому что туз воды нам как раз говорит о том, что карта изобилия, и исполняется наша какая-то мечта. Может быть, это вообще карта любви, потому что все-таки это как туз кубков, это приятные эмоции, это радость в неожиданностях, как радость, так и любовь, мои дорогие Близнецы. Правда, вот начало, может быть, новых отношений, или если прежние отношения, мои дорогие,
с новым вдохновением, с новой алхимией любви какой-то в вашей паре. Такое тоже может проиграться. Или когда вы с новых каких-то позиций взаимопонимания будете вместе строить планы на будущее. Но есть определенная радость и есть какой-то словно проект на будущее. Вы можете что-то планировать, мечтать как будто вместе, и мечты ваши будут идти в унисон, совпадать. Давайте откроем прекрасные две карты. Чему сейчас не время? Ставить что-то на паузу, до бесконечности что-то анализировать, искать черную кошку в темной комнате. Вы там можете застрять. Вообще думать, что я как будто вспоминать, допустим, свое поражение или бояться его, как будто обновление, да, что у меня сейчас, к примеру, говорить себе, что у меня тогда не получилось, и сейчас у меня ничего не получится. Здесь нам больше говорят о том, что какая-то ваша история или составляющая вашей жизни, наоборот, имеет импульс развитию, вот, на долгий период времени. Но от вашей активности, от ваших действий, а самое главное, вам самим что-то не поставить на паузу, и в чем-то не совершить ошибку, как из прошлого. Потому что словно на кону у вас что-то очень важное. Две карты выпали. Счастье ваше буквально. А если мы где-то так, отступим полшага назад и займем позицию наблюдателя, мы ничего не дождемся. Вот как будто есть такое. Давайте мы откроем. А что же помогает? Императрица – карта власти, но власти доброй, когда мы правильно взаимодействуем с людьми. Вообще, это карта благополучия, изобилия, процветания. Для кого-то из вас это ваша какая-то важная женщина в вашей жизни, супруга, может быть, или для тех, кто еще не оформил, допустим, отношения, но у вас есть уже партнерша, вот, может быть, ее важность, да, в вашей жизни, когда вы словно на одной волне, когда вам очень хочется быть с этой женщиной, это вот для мужчин проходит, или это вы где-то в таких энергиях, когда нужно держать все под контролем, но понимать, что люди разные, и все зависит не от того, как мы какую-то свою властную позицию продавливаем, а как мы сумеем договариваться. У вас все под контролем, у вас на кону ваше счастье, и оно как будто вам помогает, чтобы вы были счастливыми. Поэтому не делайте паузы. Вот у вас как-то идет в развитие в том ключе, как это должно быть. И может быть даже тот ретроградный Меркурий, если где-то какое-либо событие приходит, когда вам надо принимать важное решение, тогда не ставьте опять же на паузу. Ну, это я так вижу, а вы, конечно, будете принимать свое какое-то вердикт выносить или решение. Но помните, наверное, что от вашего решения, может быть, на этой неделе, которую вы совершите, будет зависеть что-то очень важное, длительный период времени, что скрыто. Давайте посмотрим. Четверка воздуха. Ну вот, наверное, если мы поставим на паузу что-либо, к примеру, если это касается отношений, вы окунулись в какие-то сомнения, или, как я сказала, не ищите черную кошку в темной комнате, вы там ничего не найдете, вы только застрянете в какой-то своей глубокой философии, и тогда на смену придут какие-то разочарования. Как будто можно потом пожалеть о том, что я теперь не принял какого-то решения, правда? А нам карта говорит, что скрыто. Исцеление, медитация, восстановление сил идет по этой карте. Значит, наверное, если вы какой-то, как будто не отказываетесь от собственного счастья, вам это приносит восстановление сил, очень твердую позицию. И когда вы будете счастливы, наверное, довольны долгий период времени, как минимум на 2024 год, какую-то свою стратегию, тактику, вы сможете уже, может быть, распланировать где-то в декабре, в течение этой недели. Но я вижу, что какое-то ваше действие, понимаете, оно точно предусмотрено. Не время бездействия, понимаете, а возможность изменить качество жизни у вас стоит на кону очень остро. Но где-то из-за эмоций или из-за какой-то информации вы можете сдать назад и потерять
какие-то позиции. Вот я это вижу. И тогда для кого-то, вот если мы говорим, что скрыто, для кого-то это как медитация, это когда, знаете, мы довольны собой, когда мы восстанавливаем, правда, силы свои собственные, и нас окружает благополучие, люди, которых мы любим, люди, которые любят нас. А тут как будто поставили что-то на паузу, и вместо этого получили какие-то сомнения. Вот от вашего решения будет зависеть действительно ваше качество жизни. Дела, работа, бизнес, туз огня. Это карта мечты, это карта исполнения желаний. Это то, когда я хочу сделать именно так, как я себе это распланировал. Это мечта, которую мы воплощаем в реальность сама по себе. Это карта свободы и карта смелости. Точно. Какое-то ваше важное решение, пусть это у кого-то будет связано с оформлением документов, у кого-то с переездом, у кого-то что-то в личной жизни. Тут тоже вы словно ставите в чем-то точку и исключаете всевозможные сомнения. Может быть так. Или придет само по себе известие тем делом, которым вы долгое время занимались. Вы точно знаете, что есть какой-то прогресс. Может быть и не решится на этой неделе, может быть такое, но какое-то дело у вас точно выгорит, как будто вы получите в чем-то успех, удачу, и вы останетесь довольны. Все-таки туз огня – это посыл, как импульс к новым свершениям. А почему? А потому что уже на этой неделе у вас что-то определяется наверняка с точкой. И где-то из разряда, вот как карта императрицы, мы сказали, карта власти, когда ну, об этом только можно мечтать, о том благополучии, которое стабильно, надежно и на долгий период времени. Вы себе программу словно можете закладывать в этой неделе на 10-20 лет. Я не побоюсь это сказать, посмотрите, какие карты. Что же по финансам? Паш воздуха. Ну, не совсем нам тут говорят буквально про деньги, но у вас карта императрицы выпала. Это понятно уже, что деньги есть, деньги будут, но по пажу воздуха с деньгами не следует просчитаться. Есть такой момент, что могут быть как новые идеи, может быть в заработках. Может быть любопытство по этой карте, мои дорогие, но о чем нам еще говорят. Вы можете принять какую-то другую точку зрения, как я буду зарабатывать деньги. Но будьте с деньгами аккуратны. Вот, видимо, какой-то просчет наверняка, как по карте императрица, вам определенно помогает. Любопытство не должно перерасти в риск. Помните об этом. Личная жизнь. Колесо фортуны. Вам судьба помогает. Удивительный расклад для вас, мои дорогие близнецы. Вы посмотрите, тут само пространство, вселенная. Посмотрите, какая красивая карта. Мне очень нравится эта колода Таро. Она просто восхитительная, с такими прорисовками. Но счастье и удача у вас на пороге, мои дорогие близнецы. Правда, не время вот этой карте повешенному, не время каким-то долгим размышлениям, какому-то анализу. Не мешайте себе где-то быть счастливому. Правильно, может быть, быстро откликнуться на что-то, отреагировать или какую-то ситуацию, может быть, нейтрализовать. Колесо фортуны – это счастливые случайности и совпадения. Это, наверное, ангелы-хранители хотят, чтобы близнецы были счастливы. Или это нам по судьбе приходит. Есть такое значение в этой карте – судьба очевидна. Не уходите от этой судьбы, ставя что-то на паузу. Буду благодарна вашим откликам. Мои дорогие близнецы, правда, удивительно карты сложились. И я вас люблю. И вы будьте счастливы и любимы всегда.